Добрый день, друзья! Меня зовут Неля, и вы на канале Готовить просто. Сегодня будем готовить простой и очень вкусный торт медовик без раскатки коржей, приготовление которого не займет у вас много времени. Вкусный, нежный, мягкий, с ароматными коржами и сметанным кремом. Этот десерт часто называют ленивым, ведь готовится он очень быстро, и вам не нужно раскатывать коржи и возиться с липким тестом. Достаточно вылить тесто на противень и запечь. Кроме того, вкус и цвет у этого торта получаются насыщенно медовые. Для приготовления теста нам понадобится мед 200 грамм, 150 грамм сахара, щепотка соли, чайная ложка соды, 120 грамм сливочного масла, 4 яйца и 350 грамм муки. Муки может понадобиться меньше. В высокую кастрюлю с толстым дном выливаем 200 грамм меда. Сюда же добавляем сахар, щепотка соли, соду, сливочное масло. Отправляем кастрюлю на умеренный огонь. Помешивая, доводим все ингредиенты до растворения. После того, как все ингредиенты растворятся, масса начнет пениться и увеличиваться в размере. Продолжаем ее варить буквально 1 минуту. Можно дольше. От цвета массы зависит цвет будущего торта. Чем дольше держать, тем темнее он будет. Но учитывайте, что когда будете замешивать тесто, масса станет чуть темнее. Поэтому на данном этапе я выключаю и пока на минуту отставляю в сторону. В миску вбиваю 4 куриных яйца. Слегка взбиваю венчиком до однородной массы. Теперь постепенно вливаю медовую смесь, продолжая перемешивать венчиком. Не переживайте, яйца не заварятся, хоть масса все еще теплая. Как видим, будущее тесто стало чуть темнее. Теперь небольшими порциями вводим муку. Возможно, вам вся мука не понадобится. Смотрим на структуру теста. Оно не должно быть густым, а тонкой струйкой сливаться с лопатки. У меня ушло 320 грамм муки. Разделяем тесто на 2 части. Выпекать я буду в 2 приема. Противень застилаем пергаментной бумагой. Размер моего противня 30 на 40 сантиметров. Выливая сначала одну половину теста, распределяем по возможности ровным слоем. Отправляем в заранее разогретую духовку при температуре 180 градусов на 15-12 минут. Время выпечки зависит от вашей духовки. Корж должен подрумяниться и подняться. Готовность можно проверить с помощью зубочистки. Готовый корж убираем с противня и пока он горячий, отрезаем края, чтобы был ровный прямоугольник. Коржи хорошо пропеклись, пористые, мягкие и очень ароматные. Сразу же отправляем в духовку вторую часть теста. Также обрезаем края и разрезаем корж пополам. Пока коржи стынут, приготовим крем. Для крема нам понадобятся сливки 300 мл и сметана 300 мл. Сахарной пудры я взяла 150 грамм. Можно больше или меньше, по вашему вкусу. К медовому торту вы можете подобрать абсолютно любой крем по вашему желанию. Самые простые варианты крема это сметанный либо заварной. Мне больше всего нравится микс сметаны и сливок. Для этого рецепта я всегда отвешиваю сметану на марлю либо чистое полотенце, чтобы ушла лишняя жидкость и крем не был слишком жидким. Если вы не хотите, просто добавьте обычной сметаны 300 грамм. Отвешиваем минимум 2 часа. Можно оставить на ночь. Для такого способа берите двойную порцию сметаны. В чистую сухую миску наливаю 300 мл холодных сливок, жирностью не менее 30%. Добавляю 150 грамм сахарной пудры и взбиваю на низких оборотах до плотных пиков. Небольшими порциями ввожу сметану и
перемешиваю миксером. Крем готов, он получился довольно плотный. Дно посуды, в которой будем формировать торт, смазываем небольшим количеством крема. Сам крем делим примерно на 4 равные части и наносим на коржи. Я сначала взяла квадратную форму для формирования торта, но потом ее убрала. Крем стабильный, не растекается, и его можно легко собрать без формы. Бока и верх торта также тщательно обмазываем кремом. Обрезки измельчаю с помощью блендера и посыпаю торт сверху и бока. Его можно отправить в холодильник на час, а можно кушать сразу. Коржи сами по себе влажные, так как у них меньше муки, чем у стандартного медовика. Я готовила вечером, поэтому отправила в холодильник на ночь. Готовила такой торт я впервые, результатом очень довольна. Во-первых, приготовился действительно очень быстро. Во-вторых, десерт воздушный, очень ароматный и вкусный. Коржи получаются мягкие, рыхлые, как бисквит. Крем очень нежный, с легкой кислинкой от сметаны. Отличный вариант порадовать семью или принять гостей. Друзья, а как вам рецепт такого быстрого медовика? Свои отзывы, советы, пожелания пишите в комментариях под видео. Если вы еще не подписаны на канал, обязательно подписывайтесь и нажимайте на колокольчик. Так вы будете получать уведомления о моих новых видеорецептах. С вами была Неля. Всем приятного аппетита и мирного неба над головой.